отдали собаку. Идем таки гуляем, мороженое, как раньше. Смотрите результат, какой получился шашлык. Хочу попробовать. Кувырок. Браво, молодец! Мы сейчас идем на просмотр квартиры. Вот сам дом, лайфспот. Вот так он выглядит. Нам понравилась здесь квартира. Какая-то фигня, речка вонючка. И так приятно внутри двора. Давно мы не снимали распаковки, да? Сегодня день, когда мы едем подписывать договор. Я даже не знаю, что сказать. Я чуть-чуть волнуюсь. Поймала какую-то слегка панику. Всем привет! Пришли с Сашкой поесть фомбо. Фомбо решили прямо в центре города, нашли какое-то заведение, но мы просто отдали чупсика. Чупсик у нас сегодня на стрижке. Мы подумали, пойдем поедим супчики, потому что мы так и позавтракали не очень. Ну и думаем, типа свидание. Заодно отдали ребенка и сходили сами на свидание поесть супчики. Вот сидим прямо у окошка, красота. Напротив люди гуляют. Офигенски. Так выглядят такие красивые стульчики, люди кушают. Заведение новое, только недавно открылось. Так мне Сашка сказала, я ему передала. Заведение новое. Вот. Должны быть очень хорошие порции. Знаете, большой суп. Вот меню. Можно посмотреть. Оставим. Кому интересно. Но очень хорошие отзывы именно на супы. А тут нету, кстати, супов. Ну, мы покажем, когда принесут. Мы сейчас заказали вот такой ролл красивый. С креветкой. Ой, это покажу. Ну, тут бадья супа, конечно, огромная. Саша не зря говорил. Суп будет огромный. Литровые даже. Это тут много. грамм 800, мне кажется. Ну, у Саши, наверное, с чикеном. Мы заказали разные. Разные, да. Один куриный, один специальный. Не знаю, у кого специальный. Они все Выглядит очень похожи. похоже. Все очень... Но мы хотели именно футбол, Тут вот есть с этим креветка, прозрачным говядина, беконом. курица. А у меня креветка есть? Мне нет. Может, у меня У тебя, специальный. наверное, специально. Но он Креветка у меня дороже. так. Не, шучу, конечно. Поверни мне ролл, я хотела показать. Я хочу и посмотреть сама, большая креветка. А, ну креветка хорошая, большая, ну ладно. Файне лимончику. А лимон, наверное, в суп, наверное, да? Ну, больше, да. Такие нам приборы. Я, кстати, думала, будут не просто Ложки ложки. должны быть Да. такие. Да. Ладно, короче, кушаем. Вот Сашка уже доедает второй суп, потому что я как-то... Во-первых, у меня из-за зубов мне как-то все-таки сложно есть мясо. Ну, это не важно, это уже не такое. Вот Саша доедает второй суп. Ну, что скажешь, вкусно? Вкусно. Но рамен и том-ям, том-ха вкуснее. Угу, том-ха Мы вообще. просто никогда не пробовали. Фобо, уже пора давно было пробовать, чтобы знать. Ну, если попробовали, знаем, что уступает Я еще другим супам. хотела добавить, что том-ям я очень люблю, но он такой острый. Ну, настоящий У меня том-ям сопли просто. просто текут от него. Я помню, мы когда Да. поели. Но он оригинальный, очень вкусный, да. были в шоке. Угу. Я была в шоке от остроты. Но вот такой вот, где мы, когда мы были в раменовне, рамен мы Ну, заказывали рамен, там. как бы, не сильно острый. Вот там рамен, вот он вкусный, да, тоже. Такой наваристый, жирненький. Ну вот фубо, вот Здесь, ну, бульон прикольный, но макароны вот эти, Да. они не такие интересные. они вообще без Там. вкуса. Вот эти макароны, они без вкуса. Потом мясо, говядина. Она вместе с курицей была у Саши и креветками. Я, кстати, креветки съела все, потому что они такие вкусные, капец. Всего очень. Да, их всего две, кстати, пожадничали. И вот бульон говяжий, да, он такой светлый, он не жирный. Ну как-то вот вкуса сам бульон, прям такого яркого, Ну, не не дал. такой, конечно, яркий. Ну, Мы рамен, дома- просто да. там намного больше вкусов. Угу. Плюс яйцо, вот это Ну, да. новое. Плюс, ну, как-то интересно. Там и начинки какие-то, корни с креветок. Ну да, да. Или какие-то, такой фарш есть прикольный какой-то. Да. Или вот говядина. Говядина такая завернутая, знаете, такой рулетик.
И Ну, там как-то разнообразнее. Море добавляют. и говядина с каким-то другим вкусом, как-то она обжарена в соли, специи. А тут вот все обжарено без соли и специй. И сама лапша Ну, безвкусная. обжаренная, она И вкус, просто и вкусная. сырой лук. Ну как-то вот я не Нет, поняла. это среднее. Ну, Но. интересно, но нет. Ну второй раз я бы тоже не попробовала. Но. Маленькая, ну, Смотрите, мы купили 2 маленьких мороженое. Шведерки называется. микс. Микс. Карамель, Карамель, шоколад. шоколад. Попробуй. Ваниль, шоколад. Офигенно. Кстати, стоит вот это вот 7 злотых. Это недорого, я Ну, считаю. Похоже, но в Англии в вкусно. этом было. Как он назывался? Стейковый. А, стейковое заведение, да? Угу. Как он? Не помню. Но там было прикольнее. Мгм. такое. Ну, Там здесь еще неплохо. бесплатно. Ну, как бесплатно. Стейк поела, потом тебе такой... Да, то есть ты там не платишь в Англии, мы не платили ни чаевые, ничего. Нам еще воду принесли, попкорн бесплатно и мороженое. мороженое. Да. Пипец. Короче, вот эти шведерки. Есть еще большой. Мы подумали, лучше 2 маленьких, чем 2 больших. Мне как-то очень вкусно. Реально получилось какое-то такое свидание. Отдали собаку. Идем такие гуляем, мороженое, как раньше. Когда встречались с Сашкой. Ели морожка, ходили гуляли. Очень вкусно. Хочу вам показать, как работает наш ниндзя. Мы сейчас решили сделать шашлыки и подумали, почему бы не попробовать сделать это на гриле. И это потрясающий результат. Я даже не ожидала, если честно. Я вообще откладывала все время. Боялась, что будет невкусно. Откладывала на потом, но в итоге все, решили купить мясо. Замариновали его в майонезе, всяких специях, в луке. Мариновался он, наверное... Короче, сутки получается, да, сутки мариновался. Хочу вам показать. Единственное, что отличает это от настоящего шашлыка, это запах. Знаете, вот этот вот костровой дымок. Именно это отличает от нормального шашлыка. Но это очень вкусно. Мы купили лопатку и купили шейку. Вроде как мы посмотрели в интернете, что это самое такое топовое мясо для шашлыка. Покажу вам, как это работает. Я, значит, все уже разложила. Накрываю. Вот сама вот эта гриль, крышка гриль. Закрываю. У нас гриль 240 градусов, и я ставлю на 10 минут. Но я поставлю на 9 пока. Старт. И вот, посмотрите результат, какой получился шашлык. Сочный, я уже попробовала. Вкусно. Я просто еще порезала на такие небольшие кусочки. Не знаю почему. Что-то мне не захотелось, знаете, чтобы этот кусок был огромный. Мне прям вот такие вот маленькие кусочки. Вот, они такие вкусные. Честно говоря, теперь я думаю, что мы будем постоянно готовить этот шашлык. Вот пожарилась одна сторона. Я снимаю лук. Спасибо, Чупик. Короче, снимаю лук и переворачиваю на вторую сторону. Аккуратно. Ой, Чупи, ты мне мешаешь съемку делать. И переворачиваем. И вот, собственно говоря, шкварчит наш шашлычок. Ну, у нас уже тут дно закрылось в миске. Так, все складываем. Ой, оно такое вкусное. Сочное. Вы видите, аж соки текут. Вот я нажимаю. И вот так вот течет сок. Короче, машина топ of the top. Запомните, его зовут Ниндзя. К шашлыку я еще подготовила такой салат с помидоркой, огурчиком. Хочу сметаной заправить. Так получается, что мы не особо хотели ехать куда-то в лес или на какую-то полянку, делать там шашлык. Ну, как-то... Ну, не наше это, знаете, вот это все устраивать. А тут шашлык, получается, у нас дома, в этом ниндзе. Так вкусно, я даже честно говорю, вот честно вам говорю, что я не ожидала. Мы готовили там курицу, мы готовили уже там разные виды мяса, но именно вот куриное. А там свинину готовим первый раз, и это так офигенски вкусно. Может, я так громко назвала шашлык, но что это, если не шашлык? Я же замариновала это мясо. Маринад стоял. Я все к шашлычку этому приготовила. И плюс он такой вот запеченный. Единственное, что не хватает,
как я уже говорила, это дымочка. Но нет и нет, неважно, ради дымочка ехать куда-то в лес я бы не стала. Тем более, ну как-то вот это не мое, я не знаю. Хочу попробовать. Мягкий, сочный. Все-таки вот вкусное мясо мы выбрали. Сочный капец. А главное, прикольно, как я попала по специям. Очень вкусно. Вообще жуется так быстро. Ну, с учетом того, что у меня брекеты. Брекеты все-таки это сложнее делать. Вышли с Сашкой на вечернюю прогулку с Тюпселем. Хотим вам похвастаться, показать новую команду Тюпселя. Мы его научили делать кувырок, и он делает это сам. Мы его учили много времени, до него долго не доходило, но в итоге как дошло, и он теперь сам везде кувыркается. Эй, Чупсик, иди к Сашке. Сейчас я вам покажу поближе. Давай, Сашка. Видно? Видно. Кувырок. Кувырок. Нет. Кувырок. Ну, сидеть. Лежать. Чупсик, не Лежать. отвлекайся. Кувырок. Браво, молодец. Классная она собака. Видите, какой умный. Вообще такой послушный стал в последнее время. Ну, я думаю, что это... День добрый. Думаю, что это уже возраст. Вот, посмотрите, всех поприветствовать. Мы сейчас идем на просмотр квартиры. Нам уже осталось, 2 недели. И через 2 недели нам нужно съехать с нынешней квартиры, ехать на следующую. Поэтому спердолить. Ну да, спердолить. Поэтому мы с Сашкой в пятницу идем смотреть на нашу, наверное, даже уже будущую квартиру. Но мы настроены на то, что если нам понравится, то будем соглашаться. Но у нас еще есть просмотр, назначен на понедельник. Сегодня пятница, то есть через выходные. Посмотрим, как все будет. Не знаю, удастся мне поснимать квартиру или нет. Я бы очень хотела как-нибудь подтяжка вам показать. Ну, в общем-то так. Но у нас какие есть важные моменты, пункты. Чтобы можно было с собакой. Там как раз можно с собакой. И это целый дом под сдачу аренды. Нам этот вариант нравится больше всего. До этого мы обзванивали, узнавали через агентство. Почти все сотрудничают с агентством. А если сотрудничать с агентством, то почти всегда нужно платить провизию. А мы не хотим. Ну, слушайте, платить провизию... Если больше месячной аренды стоит, то это невыгодно. Нам нравилась одна очень классная квартира, она в центре. Почти все совпало, и потом нам выдвинули, что платить провизию нужно столько, сколько месячная аренда. Мы плюс подумали... НДС. Ну да, плюс НДС еще. Мы подумали, это уже слишком много, потом отказались, поэтому у нас остались только вот дом полностью под аренду квартир. По крайней мере, мы еще сейчас идем туда. И в понедельник у нас тоже назначен просмотр в таком же доме, только чуть-чуть, на другой улице, недалеко оттуда. Ну, будем держать вас в курсе событий, что и как. Оставайтесь с нами. Держите у нас кулачки, чтобы нам все понравилось. И мы наконец-то переехали. Осталось 2 недели до переезда. У нас еще ничего не известно. Возможно, вы помните видео, когда мы еще зимой ходили, смотрели вот этот район. И я вообще кайфовала от того, что здесь такие классные есть огрудки. Вот. И что здесь много зелени. И можно так ходить с пёселем гулять. Ну и также мы оказались сейчас здесь. Оказывается, этот дом под сдачу находится вот в этом районе. Полностью агентство называется Life Spot. Ну и мы пришли сюда. Здесь есть 2 свободных квартиры, подземный паркинг. И, в принципе, по цене нас устраивает, но мы еще не видели сами квартиры. Хотелось бы посмотреть. Сейчас я вам покажу дом. Ну и вот сзади вы видите этот район. Я уже прям подробнее буду говорить, показывать, потому что уже есть видео. Но, в общем-то, я даже не ожидала, что мне тогда там так понравилось, так кайфанули, и мы опять пришли сюда. Надеюсь, нам понравится квартира. Потому что, если честно, я хочу закрыть этот вопрос быстрее. Вот сам дом, Life Spot. Вот так он выглядит. Тут весь район вот в таком одинаковом стиле. Но только вот этот дом, видимо, под сдачу. Как-то так. Ну, подробно не знаю. Сейчас надо найти офис.
Видите, тут тоже такие грудки классные. Вот. Райончик классный, можно где с чупсиком есть где погулять, пописать хотя бы на травке. Потому что очень много домов, просто вокруг асфальт. А чупсик обожает травку. Ну и самому приятнее, конечно, ходить, когда есть травка. Да? И чупсик уж тем более. Всем привет! Мы сейчас в таком оседле. Немножко это вообще в другой стороне Лодзи. Просто мы здесь смотрим квартиру, и нам понравилась здесь квартира. Приехали посмотреть, тут такое оседле классное. Так знаете, уже видно, оно 2009 года, уже обжитое. Да, тут уже старые знакомые всякие живут. Да, тут ну, как бы видно, что тут уже все люди под себя сделали за такое количество времени. Нам понравилась квартира, я ее не снимала, потому что мне было неловко, наверное, жалко, опять же, не сняла. Но квартира хорошая. Можно фотки прикрепить, кстати. Ну вот, и она сказала, девушка, которая нам показывала квартиру, хозяйка, она сказала, что квартира еще завтра. Мы сегодня, кстати, в воскресенье, мы приехали же в воскресенье смотреть. Ну, поскольку это было с хозяева, мы сначала нашли эту квартиру от агентства и уже ждали там понедельника скорее с утра позвонить. А Но потом Саша... я обнаружил эту же квартиру только от хозяев. Написал смс-ку, вот в воскресенье, ну, на всякий случай звонить как-то неловко, может, ну, типа, воскресенье тревожит. И, короче, на смс-ку ответили. Мы договорились вот буквально за час-полтора приехать посмотреть. Все классно. Так. Только что, да. Только и нам сказали конкуренты, что завтра от агентства еще придет 3 человека. О, нифига себе, какие слизняки. Придет 3 человека. Ну, 3 пары, не знаю, ну, кто-то смотрит. Я так понимаю, что эту квартиру уже снимал кто-то из каких-то парней, которые работали дома. Потому что она сказала, что кто-то там работал, как Саша дома. Тоже кто-то снимал. Студент какой-то или что. Ну, в общем-то, цена настолько приятная. Не, ну тут обрезать бы траву. Не, и ну, тут сразу это парк. Не очень прогулочная зона, конечно. Не, ну вот дальше может там. Ну хотя да. Сейчас спустимся. Вот, и она сказала, что завтра нам даст знать, что они решили. Ну, мы сказали, что нам нравится, если что, мы готовы. А, еще знаете, какой плюс? Не, ну тут, конечно, вряд ли мы будем. Мы не будем. И мы будем тут назад из чупсиков гулять. Не, ну говорю, тут можно гулять. Не, лучше по... Не, я сюда не пошла. Я вам сейчас покажу. Во-первых, какие-то ступеньки не очень. Но, ну и зелень тут, не, я сюда... И там столько слизняков было. Какая-то фигня. Речка вонючка. Воняет. Ну, не, пойдем обратно. Оседле еще посмотрим. И вот, получается, в этой квартире, если мы будем ее снимать, то мы будем не первые. Но мы сказали, что у нас есть собака. Есть, но она очень... Ну, вы сами знаете, ребят, кто как не вы знает, что у нас Чупи интеллигент. Круче уже некуда. Да, что он вообще никогда ничего у нас не разгрыз, никогда ничего не испортил. Поэтому мы предупредили, что у нас есть собака, они сказали, хорошо, но если он как бы ничего не портит вообще, то можно. Мы говорим, наш песик вообще супер. Наверное, даже если что-то испортит, то... то если испортит, то надо платить за это, да. Потому что после кота это логично. Покрашены стены, отмыть диван, ну, что-то, короче, восстановление. Стулики новые купили. Да, короче, все свеже сделано. Да. Ну, в общем-то, я уверена, что после нашей собаки не нужно ничего делать. Мы просто очень хорошо знаем Чупсика, мы же с ним живем. В общем-то, оседло тут классное, и оно закрытое. И самый прикол, что вот смотрите, видите, у нас вот будет вот такой гараж, и перед гаражом вот эта вот зона, получается 2 места парковочных. То есть гараж, и еще есть даже пивница. То есть это как... Не, ну пивница, наверное, это у нас не будет. Она спросила, хотите? Нужна Если ли? хотите, нужна ли? Просто пивница можно там, типа, кладовка, короче говоря. Можно в этой кладовке оставить, ну, какие-то там вещи, не знаю. Ну что-нибудь, колеса, хлам какой-то. Кресло, велосипед, да, все что угодно. Ну вот как парковка выглядит. И вот так выглядит парковка. Ну, вообще офигенски. И место перед гаражом. Сашке очень понравилось, нет? Ну, это стоит намного дешевле всех остальных вариантов, которые мы если в следующем видео, или в этом же, вы увидите, что мы идти гуляем с Чупиком, перевозим сюда вещи свои, значит, все удалось. Значит, мы большие везунчики, а если нет, то не везунчики. А может, и
как уложится, так сложится. Как сложится, так сложится. Я не буду Ну, расстраиваться. Может, это не для здесь покупки? Нет посудомойки. А, кстати, есть минус, прикиньте, нет Да. посудомойки. Но зато весь пшент, все есть. Там, не знаю, сковородки, кастрюли. Ну, честно говоря, я не буду пользоваться чужими сковородками, кастрюлями, поэтому мы, Ну, у наверное, нас же попросим есть. это убрать. Потому что у нас есть свое. И более того, я хочу новую. И мы еще купим новое. Вот. Но нет посудомойки, ну это минус. Так-то, да? Ну тут так спокойно, так хорошо. Вы знаете, как мы... А, еще тут аэропорт недалеко. Ну, Аэропорт. такой себе плюс или минус. Ну, скорее. это и плюс, и минус, я Ну, мы считаю, что не вообще- так часто Да. летаем. Хотя, Ну, с может, Лоди будем мы не чаще. так часто летаем, да. Вот, видите, как бы припаркованы машины. У каждого есть свое вот такое вот место. Ну, не у каждого, кто купил, наверное. Ой, это сколько? Раз, два, три, четыре, пять этажей. Ну, и не такое, знаете, модное место, как вот мы живем. У нас там все такое стильное, молодежное, новое. Ну, вообще прям вот этого... Сколько? 2 года назад построили. Ну, 3. Там, но там, ребят, сейчас там так дорого. Мгм. Поэтому нет смысла ни за свое жилье столько отдавать денег. Ну, в общем-то, вроде все вам рассказали. Фотки приложим этой квартиры. Вот. И так приятно внутри двора. Просто, ну, Ну, это другого дома. не важно, похоже. Суть та же. А мне нравится, что, знаете, такая зелень, немножко Европы. Оно уже заросло вот за Но. эти 15 лет. Я люблю зелень. И у нас окна тоже, если у нас, будут тоже выходить вот на зелень. Тоже приятно. Ну ладно, держим за нас кулачки, Сашка. Теперь до завтра Хочется нервничать. дождаться Да. ответа хорошего. Классно еще, что бедронка, не знаю, в 3, ну ладно, может в 5 минутах ходьбы. И еще есть Росман, Пепка. С другой стороны, Алди. А с другой стороны, да. И как все отремонтировано, так приятно. Ну ладно, будешь... А с другой стороны, минус, что мне ехать. Ну, прямой автобус. Зато прямым автобусом ехать. Ну, вот так, ребят. Ну, ждем. Если что, завтра вам сообщим. Но я рада, что мы сегодня посмотрели, а не завтра. Надо сегодня, мы еще и первые. Давно мы не снимали распаковки, да? Но эту распаковку обязательно захотела снять, потому что там кое-что, что я давно хотела поменять. И капала Сашке давно на мозг, чтобы мы поменяли мне этот гаджет. И Сашка нашел как раз этот классный гаджет, какая-то скидка была, и говорит, давай закажем. И я, конечно же, была не против. Этот гаджет называется часы. И вот эти вот хотела фуфлыжные давно поменять. Ну, изначально мы хотели одни. Я хотела мы. сначала... Да, я сначала хотела Apple Watch. Естественно. Раз у меня iPhone, я такая думаю, может, Apple Watch. А потом выяснилось, я просто не знала, что их нужно каждую ночь заряжать. Я подумала, ну это фуфел полный. Мне нужны часы ночью обязательно, потому что я в туалет хожу. Извините за подробности, я же не включаю везде свет. А вот тут часы в часах, ну, отлично, ты их можешь включить, и они как бы освечивают тебе территорию. Вот. И это же идеально. Ну и плюс я просыпаюсь, не только в туалет, ну и плюс я просыпаюсь. Ну, время проверить. Время Надо. проверить. Ага, дата, время. Еще можно спать. Ну вы поняли, да? Мне кажется, все так делают. Я подумала, что, во-первых, это дорого, первый минус. Но, во-вторых, я думала, если за такие деньги, то там должно быть все. Ну, в том числе уж не заряжать каждую ночь. Но я бы не стала... Я эти-то забываю заряжать, хотя и не там раз в полторы недели их нужно заряжать. Может, 2. Я эти-то, пока мне Саша не напомнит, что их надо зарядить, я могу не заряжать. А уж каждый день. Ну, в общем-то, поэтому нашли вот такие какие-то от Xiaomi. Распаковка. Часы вот. Ну, как обычно. Коробка там нет каких-нибудь конфет. Конфет нет. Конфет нет. Блин, класс. Они вообще... ну и, конечно, я хотела, чтобы они хотя бы чуть-чуть выглядели как Apple Watch, потому что, ну, блин, стильно, модно, молодежно. Раскрываем коробку. Стоили они? Я не знаю, сколько. 322. 322. Ну, и еще очень важно было, так как мой плейлист на Ютубе есть. И я слушаю всю музыку, ну, как-то уже просто приучено. Все на Ютубе слушать. Офигеть. Класс. Угу.
И тут, прикиньте, можно пролистывать, с этими часами пролистывать, ну как это, на Ютубе плейлист. Ну, да, То есть, если мне песня не понравилась... Да, блин, они офигенные большие. Просто если мне песня какая-то не понравилась, мне, знаете, я обычно, мне это бесило, что мне надо достать телефон с кармана, перелистнуть. А тут я вот такая буду идти, А в такая... наушниках О, нельзя? чик-чик. Нет. Почему? А как? Я пробовала в этих наушниках. Мне кажется, можно. А как это? Я только Нельзя? сейчас Там об только, этом подумал. там только паузу Может, 3 можно. раза. Можно было. Ну, пофиг уже. Ну, пофиг, короче. И мне важно было, это очень важно было. И когда мы смотрели обзор на эти часы, и там парень, он показал, что есть такая функция, я подумала, ну, блин, конечно, мы их берем, эти часы. Они, короче, очень умные. Мне пофиг, вот, знаете, на бег, плавание, вы знаете, я такая спортсменка. Мне важны были вот такие функции, которые для меня важны. Наговорила... О, блин, офигеть, разница, Саш. Я думала, они меньше, ты видишь? Капец. Но я хотела серые, красивые. Но они, кстати, не очень похожи на Apple Watch. Ну, внешне, мне кажется, нет. Но это круче, чем Apple Watch. Их не надо заряжать так часто. Вы понимаете, мне какой-то компьютер на руке. Через них звонить не, знаешь, не можно? Да. Может? Я буду вот так теперь ходить. Блин, но через них нельзя оплачивать. А Apple Watch можно оплачивать. Ну, телефоном можно Да. оплатить. Ну да. Телефон все равно всегда в руке. Ну да, это факт. Но они классные. Но они не похожи на Apple Watch. Даже ремешок не похож на Apple Watch. Ну пофиг. Ну, может, оно и хорошо, а то бы думали, что я... Разница в 4 раза. Да. Не, ну, просто как бы ради тех функций... Ну, функции нужно есть и здесь. И зарядка не каждый день. Ну да. Зарядка вообще там раз, может, в Да, 2 2-3 недели. Так, в Apple Watch, может, даже бы и зарядку не положил. Знаю, у них там что-то контракты, какие-то скандалы. Беленькие, прикольно. Вот, я говорю таким голосом, потому что я заболела. Представляете, просто заболело горло. Первый день. Болит горло. Ну, мы все-таки пей там таблетки туда-сюда, нормально. Потом у меня дальше просто кашель такой небольшой начался. И каждый день у меня ухудшался. Но при этом я пила таблетки, плюс мамино любимое народное средство — это содой полоскала. Мне ничего не помогало, я только ухудшала ситуацию. Все, ухудшая ситуацию. У меня просто какие-то атаки кашля. Я кашляю так много, так сильно, что у меня просто уже болит вот здесь вот все. И поэтому я вынуждена была пойти на выходной, попросила выходной. И я вот завтра буду 1 день на выходном, надеюсь, что у меня пройдет. Я купила вот даже такое лекарство, амброксол. Мне посоветовали, что типа оно хорошее. Ну вот. А, и написано, кстати, что нельзя амброксол на ночь пить, потому что будешь много кашлять. Не знаю. Или из-за чего. Ну, я реально думаю, что из-за того, что будешь кашлять. Но из-за чего нельзя пить? А, может, снотвор, типа там, наоборот, спать не захочешь. Понятно. Короче, не знаю, неизвестно. Тут еще в этих часах, ну, помимо зарядки, инструкция, которая никому не нужна, вот такая распаковка. Еще хотела обсудить одну тему, потому что мы ее не обсудили в этом видео, а будет, мне кажется, интересно. Это по поводу первой нашей квартиры. Первую квартиру, которую мы смотрели на Врублинске, мы показывали. Мы просто показали, как выглядит дом, показали, как выглядит территория, но не снимали внутри, потому что неудобно. С нами ходила риэлтор. И знаете, это неудобно перед ней было снимать. И мы присобачим фотографии, как выглядела внутри примерно квартира. И мы отказались от нее по одной причине, потому что она намного дороже. Там И надо мне до много чего остановки, да. докупать. До остановки мне нужно было идти минут 15, потом ехать 15 минут и еще 15 или 10 минут идти до работы. И получается, я иду и еду, и нету смысла, не знаю, мигавку покупать. В общем-то, мы поэтому отказались, но мы нашли офигенский вариант. Вот мы его показывали, он второй. Мы уже завтра едем подписывать договор. Мы такие радостные, ребят. Нам там очень понравилось. Плюс там хорошая цена. Но единственный такой небольшой минус. Большой. И Нет, ехать... большой минус, то, что большой смыварка. минус, это уже второй минус, я забыла. Там Ну, нет это главный смыварки, минус. представляете? Нет смыварки, я вообще надеялась до последнего, что там смыварка есть, потому что там
На кухне, ну, есть такой похожий ящик, где так ручка расположена. Я так подумала, ну что, значит, в этом ящике есть змыварка. Ну, короче, нет, мы будем теперь жить без змыварки. Это минус. Но квартира настолько хороша в плане цены. Мы купились, потому что она стоит столько же, сколько мы платим за кавалерку. Там однокомнатная, плюс гараж, и плюс еще одно парковочное место. 2 комнаты, 2 парковочных Да. места. Я офигела. В приятном Ну. таком. И нашел это все, как всегда, Саша. Договорился обо всем Саша, все сделал Воскресенье во Саша. время матча сборной Да. Польши. Нас еще спросили, когда мы приехали на просмотр, нас спросили, а вы что, не болеете за Польшу? Мы такие, да мы очень болеем. Просто важнее за квартира. мы больше болеем. Но важнее найти квартиру. И мы в воскресенье поехали, представляете, когда все как бы выходные, но мы не через агентство, мы нашли на OLX. Кстати, кто ищет квартиру, мы, наверное, посоветуем, да, на OLX Я искать. сначала нашел эту квартиру Мгм. нашего агентства. Ну и мы уже ждали понедельника, чтобы Да. позвонить. А потом я в воскресенье что-то полез, Мгм. смотрю, похоже, Мгм. смотрю то же самое, смотрю приватно. И вы Ну-ка, сразу напишу писать. хозяину. И он такой, да, вообще приезжайте. А мы еще, знаете, такие хитренькие. Сказали, у нас есть собака, и при этом прислали самую милую фотку Чупсика. Чтобы вы понимали, что мы обладатели самой крутой собаки. И они спросили, он грызет мебель или грязные стены делает, ну, знаете, там царапает или еще что-то. Мы говорим, наш Чупсик самый лучший. Но мы не соврали, потому что так и есть. Наш Чупсик за 3 года квартира, жизнь... нет, ну с нами не 3 года живет. Ну, почти 3 года. Больше 2. Он вообще ничего не разгрыз. Мы больше в этой квартире что-то испортили, чем Чупсик. Он только со своими игрушками играет. Ну вот такие у нас хорошие новости. Плюс у нас еще одна хорошая новость. У нас есть временные номера мы сделали. Потом у нас страховка сделана. И что еще? Техосмотр. И техосмотр пройден. Осталось только машину дождаться. Ну, машину. Да, осталось полностью, да. Ну, мы думаем, что в начале следующего месяца она будет. Но мы так предполагаем, ну не знаем. Ну еще ждем, ребят. Ну, вот такие новости. У нас сегодня день, когда мы едем подписывать договор с нашим будущим арендодателем. Я, короче, сижу одна, потому что выяснилось, что мы забыли наличные деньги. А нужно именно кауцию или чинш. Господи, я путаю кауцию или чинш. Ну, знаете, вот эту сумму, которая лежит, и потом при выселении вам отдают. Вот ее нужно отдать наличкой. Именно. А мы ее забыли, и Сашка быстренько побежал домой забирать. Надеюсь, мы успеем на автобус. Потому что мы договорились на 6 часов встретиться. Я, сижу в цветах, тут всякие осы улетают. Договорились встретиться в 6 часов и подписать договор. Я так жду. Вот, потом вам покажу нашу квартиру. Ну, как мы и говорили, есть один минус. Нету посудомоечной машины. Ну, может, и привыкнем, да? Куда мы денемся? Приехали с Сашком посмотреть, подписать договор и посмотреть нашу квартирку. Я даже не знаю, что сказать. Я чуть-чуть волнуюсь, поймала какую-то слегка панику. Такой волнительный какой-то момент. Да? Ну, необычное ощущение, не каждый Я год вообще поймала испытываешь. ощущение, что как будто мы комнату на Airbnb снимаем. Какая-то такая неловкость. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Ну, куда уже, раз уже... Мы просто приехали раньше, поэтому ходим. Все так зелено, красиво. Но негде с Чупсиком особо гулять. Да, Тут просто везде только по асфальту. дорога, по которой могут машины ездить. Это Ну, минус. его уже никуда не пустишь так вот самостоятельно. Не помню, показывала я или нет. Показывала. Гаражи точно. Вот это самый плюс огромный. Что есть гаражи, такая классная зелень. Очень красиво, ухоженно. Где-то вот там наш балкон. Где-то там. В этих домах. Я еще не выучила, где наш балкон. Ой, подозреваю. Ну, где-то наверху. А какой этаж? 3-й или 4-й? Третий. 3-й предпоследний. Думаю, знаю, какой. Не скажу. Но не будем говорить, а то еще захотят выселить. Нежданно. Территория закрыта, так что это не как фузии. Пойдемте наверх. О, смотри, для инвалидной коляски есть подъемник.
Ну, тут, кстати, очень много лестниц, что и хорошо, и плохо. Ноги можно покачать. Я считаю, что у нас самый лучший вид. У нас вид, получается, вот на внутренний дворик. И вот такая зелень, детская площадка. И еще здесь недалеко аэропорт. Ко всему плюс. Вот тут можно с чупсиком гулять. Элегантно выходить и гулять. Дом 2009 года, поэтому лифт такой немножко старенький. Но зато есть зеркало. Мы с Сашком красавцы. И вот мы уже дома. Я уже приготовила себе чаек. Дом этот можно называть своим домом еще неделю. Мы решили 10 дней, мы решили отпраздновать это событие подписания контракта вот такими бургерами. Заплатили. Мы не 79 заплатили. Сколько мы заплатили? Мы заплатили 54, у нас скидка была. 25 злотых. Но вот без скидки получается 80. Ну, 79. Вот мы тут заказали 2 бургера. Сашка уже давно говорил, что надо пойти съесть бургер из машины этой, из гастромашины. Ну, наверное, в идеале было бы на месте. Ну ладно, сейчас с доставкой уже чуть-чуть. Ну, короче, раскрывай. Нет времени ждать. Да. Бургер пока доехал, Ну, не в лучшем виде. Вай, класс. В упаковочке. Это сырный Сашкин. Ну, мы напополам обычно едим. А это чизбекон. Чизбекон. Это у меня чизбекон. Ну, мы, как я уже говорила, мы напополам. Ну, откроешь, может, чтобы... Ой, он теплый еще. Крафтовая бумага. Мы в этот добавили еще веги котлету. Это Сашка настоял. Попробовать. Ее давали в подарок. Веги котлетку. Сильно, может, не доставать, чтобы удобнее с бумажкой есть. Ну, хоть как-то, чтобы показать. Нет, показать. Ну, в Еще плане не посмотреть, полностью раскручивается. Угу. Внизу. О. Чупсик тоже. Хочу бургер, хочу бургер. О, такая котлетка, класс. А тут с веганской. Это вот ты сюда вроде добавил. Тут сейчас и будет одна веганская. Ну нет. Подожди, а где веганская? Не вижу. Может, и не добавили. Я надеюсь, они не заменили вот это на веганскую. Мясом Потому что сам будешь есть тогда свою веганскую котлету. Ты ее выбрал, ты и ешь. Ой, это мокрый. Это сырный. Ну. И тут у тебя тоже одна? Нету котлет. А у тебя нормально, а у меня веганская? Да не... Нет, больше котлет. Пахнет... Ну, значит, может, не... Да, Сашка, вот нафига мне была веганская, как еще и мой бургер. Да в смысле веганская? Ты ж мясо. А где она веганская? Может, ее забыли положить? Может. Короче, ну ладно, пофиг. Короче, вот такие котлеты, это сырные. Ой, котлеты, бургер, это сырные. Это Jesus Christ. 4 там вида много сыра раз. или 5. Все кушаем, короче. Приятного аппетита! Ну и вы поздравляйте нас, что мы нашли квартиру новую. Потом уже рум-тур будет, наверное, в следующих видео. Уже не тут. Угу.